Первые люди, дети которых получили стипендию для семей, покинувших Украину в Le Soleil Academy, к нам приехали вот вчера и как раз оставили у нас своего ребенка. Мы очень рады, что все так быстро получилось, что у нас была возможность просто на очной сессии ребенка сразу к нам взять. Но мы хотели попросить Ирину рассказать, как она покидала Украину, как добиралась до Франции. Ну, потому что вчера, когда они нам это рассказывали, нам показалось, что это важная и интересная история для всех, кто сейчас думает об этом и беспокоится. Здравствуйте, ребята. Во-первых, я хочу сказать, что действительно это фантастическая возможность. Спасибо Кате, спасибо Сергею, потому что мы привезли сюда своего среднего сына. Он у нас очень академически сильный, такой заряженный парень, и ему очень важно учиться. Для детей, которые все бросили дома, нужно, чтобы оставалась хоть какая-то стабильность в жизни. И как раз для Егора, для него вот эта академическая стабильность, то, что он продолжает учиться, это огромное подспорье для того, чтобы пережить то, что сейчас с ним происходит. Он был единственным из моих 3 детей, кто настоял на том, чтобы взять с собой учебники из Украины. То есть он сказал: нет, я поеду с тетрадями и с учебниками. И для меня это до слез важно сейчас понимать, что он будет учиться вот прямо с сегодняшнего дня. А вообще слез было очень много, но слезы, как ни странно, это не были слезы горя, потому что мы до сих пор находимся, мы приехали сюда на машине, мы едем дальше к нашим друзьям, к нашим родственникам на край Европы, и для нас мы до конца не осознали до сих пор, что мы наверняка или возможно, или с большой долей вероятности мы все бросили, и мы сейчас просто едем в неизвестность и везем с собой 3 детей, слава богу, уже 2 на какое-то время мы поедем, потому что с 3, если честно, детьми в небольшой машине сзади преодолевать 4000 километров тоже не очень простая задача. Но сейчас не об этом, сейчас я хотела рассказать о том, что было много слез, но это были не слезы горя, это были, как ни странно, слезы радости, потому что что мы испытали, пока преодолевали это расстояние, меня на самом деле потрясло. Началось все с того, что когда мы ехали через Молдавию, потом Румынию, когда мы перешли границу с Молдавией, то мы стояли на границе с Украина-Молдавия 6 часов, и весь путь у нас до первой остановки занял 27 часов. И когда мы перешли... Из Днепра, да? Да, мы ехали из Днепра, но в предыдущий день я была в Киеве. Я проснулась с утра от бомбежек в Киеве. Несмотря на то, что мои друзья говорили о том, что: Ира, куда ты едешь на машине, трасса, непонятно, что там будет. Я собралась, кинула все в чемодан, и в ту же секунду я поехала, потому что моя семья находилась в Днепре, и я поехала к детям. И, в общем, приехали к детям, что-то кинули в чемодан, и мы поехали дальше. И когда мы перешли границу с Молдавией, я сказала о том, что я больше не могу ехать, мне нужно хотя бы чуть-чуть, хоть полчаса поспать. И в машину стали стучаться люди, то есть за нами заехала машина молдаван, они стали стучаться в машину, я в полуобморочном состоянии, не могла понять, почему ко мне кто-то стучится, почему нужно открывать. И когда открыли окно, целая семья, они: что вам, ребят, что нужно? Мы смотрим, вы съехали с трассы, у вас все хорошо, может, вам негде поспать, давайте мы вас где-то приютим. Мы говорю: нет, все нормально, дайте просто полчаса. Но это было только начало. Когда мы приехали в Румынию, самая такая трогательная история. Мы зашли покупать карточку, европейскую симку для телефона. И вот посредине супермаркета, это Ашан, и там есть маленький уголочек, в котором продаются сим-карты. К нам подошла, пока мы оформляли это все, это почему-то очень долго, с украинским паспортом, куда-то они звонили, но на самом деле они не взяли с нас денег совершенно за эту сим-карту. Но к нам подошла женщина, которая убирает в этом магазине. Она подошла в слезах. Она плакала, она достала из карманов все иконки. У нее такие маленькие пластиковые иконки, она засовывала их в руки мне, детям. Я ничего не понимала из того, что она говорит. Она плакала и достала мне 30 лей. 30 лей – это очень небольшая сумма, но она меня настолько... Мы стояли с ней, рыдали вместе посредине этого супермаркета. Она что-то говорила, я пыталась... в общем, мы обнимались и стояли, рыдали. И, конечно, для меня... Дети стояли в абсолютном шоке. Они, в общем, на самом деле у меня в Украине был достаточно успешный бизнес, который занимался образованием за границей. Здесь мы очень много имеем общего с Катей и Сергеем. И я сейчас все бросила. Я не знаю, смогу ли я вернуться туда. У меня есть там команда, которую я сейчас пытаюсь поддерживать по мере своих сил, их возможностей. Я не могу их финансово абсолютно бросить там.
И, ну, то есть дети не привыкли к таким вещам, когда кто-то что-то дает, кто-то что-то им чем-то помогает. Они не знали, как на это реагировать. А это было только начало, потому что буквально сразу после этого мы пошли какую-то еду покупать в супермаркете. И когда мы вышли, мой младший сын, его зовут Гриша, он говорит: мам, можно мне пирожное? Ну, естественно, я как мама, и мы все понимаем, что детям нужно давать какие-то вещи, которые сохраняют их психику. Я говорю: конечно, можно. И мы пошли покупать ему пирожные. И здесь рядом стоял мужчина-румын, который сразу обратился ко мне с вопросом: откуда мы? Я сказала, что мы из Украины. И дальше началось что-то совершенно невообразимое. Он начал покупать пирожные. Я говорю: не нужно, пожалуйста, нам не нужно больше одного пирожного. Он обращается к продавщице. Продавщица, значит, достает такой бумажный поднос, на который она накладывает печенье. И он говорит: еще, все накладывай. Он купил нам вот такую какую-то коробку, огромный пакет печенья, отдал его детям, а дети не знают, как на это реагировать. Они не были в такой ситуации. Мой средний сын говорил о том, что ему в этот момент было очень неудобно. И он... Это технические награды. Так бывает. Мы же все это снимаем неподготовленно, снимаем это все вживую, поэтому... И мой средний сын, ему дали как раз в руки этот пакет с печеньями, и он не знал. Ему было неудобно, неловко. И он говорит: мама, нам не нужно, мы же можем за это заплатить. Почему мы это берем? Зачем нам? На самом деле это очень больно слышать от своих детей. И я говорю: давай мы сейчас возьмем, скажем спасибо и выйдем. И когда мы вышли из супермаркета, я попыталась своим детям объяснить, что смотрите, когда происходят такие вещи, эти вещи они важны не только для нас, они важны не только для меня. Да, сейчас я понимаю, что мир не настолько плох, как мог показаться в последнее время. Но это очень важно, это для того человека, который делает добро. И в данный момент лучше становимся мы все. И мы, которые получаем эту толику радости, толику добра. И вы, дети, которые запомните, что люди могут быть такими. Может быть, через 30-40 лет вы тоже сможете проявить, а может быть, быстрее такое же отношение к кому-то другому. Но и тому человеку, который в данный момент дает вам что-то, для него это тоже важно. Он становится лучше, он становится чище, он становится больше в объеме своей души. И это как раз то, что может улучшить нашу, не знаю, атмосферу, наше бытие. И оставить вот эти точки, я бы хотела сказать, точки невозврата. Но не в смысле не моего возвращения в Украину, а в смысле того, что я все равно и мои дети будут верить в то, что добро существует. И, видимо, даже в таких ситуациях оно побеждает зло. И в Румынии было очень много таких вещей. Я приехала, когда я бежала из Киева, мне нужно было поменять масло в автомобиле. У меня горело уже все, что нужно менять масло. И мы заехали в Румынии на станцию, с нас не взяли денег, не поменяли масло, с нас не взяли денег. Когда мы ночевали в Тимишоарах, парень, который владелец маленькой гостиницы на 10 номеров, он предложил нам остаться там, ну, фактически навсегда. Мы сказали, что нам не нужно, мы будем ехать дальше. Он говорит: пожалуйста, передайте мой телефонный номер, мой контакт всем, кому нужно. Пусть ребята приезжают и живут у меня. И он тоже дал нам с собой денег. Это тоже небольшая очень сумма, но я потрясена. И в последнее время мы, правда, окружены таким количеством заботы и поддержки, и я не могу сказать, что я испытываю благодарность, но моя радость от того, что мир может быть хорошим, она намного больше. И я очень рада, что мои дети сейчас это видят, и я очень рада, что есть Сергей и Катя, правда. И вы видели сейчас моими глазами то, что я вижу здесь вокруг. Мой ребенок, мы вчера приехали сюда, он абсолютно воодушевлен. Он видит новые лица друзей, он видит поддержку. И для меня так важно сейчас видеть в его глазах жизнь. Я хочу тоже добавить несколько слов. Когда вчера Ирина начала вот это все рассказывать, я испытала огромную благодарность к Ире. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы доверили нам своего ребенка. И мы оправдаем доверие, честное слово. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за то, что вы говорите. Это очень важно, да, то есть вот то, что не происходит, расчеловечение, да, то есть не то, что
Ну, то есть войну ведут несколько упырей. И хорошие люди остаются хорошими людьми во всем мире. И действительно, вот то, что Ирина говорит, и она это может говорить с большим правом, чем мы, потому что мы не пострадали пока впрямую, там, не знаю, от этой войны. То есть у нас нет бомбежек, у нас все живы, мы всего этого не пережили. И Ирина, которая уже все, с которой все это уже случилось, которая знает, как это, и все равно она понимает, что люди остаются людьми, и говорит о вот этом, о доброте и благодарности. Ира, спасибо вам огромное. Мне кажется, это очень важно. Это то, о чем мы говорили в нашем эфире, что главное, чтобы не происходило расчеловечение, да, чтобы мы не перестали видеть людей в существах вокруг нас, да, то есть что, ну мы все, в общем, мы все люди, мы все готовы помогать друг другу. И спасибо вам огромное, что вы действительно, это очень важно для тех, кто дает эти деньги и оказывает помощь. Это позволяет нам всем оставаться вместе, оставаться людьми. Спасибо вам. І я хочу, моя рідна мова, вона російська, бо я з Дніпра, і я не дуже гарно розмовляю українською мовою. Я вважаю себе українкою, мої діти, вони українці. Але незважаючи на це, моя рідна мова, це російська мова. Бо як я була маленька в Дніпрі, я ходила до російської школи, в мене не було української мови. Когда-то, извините, мне так проще, я перейду опять на русский, я когда-то об этом говорила с Вакарчуком, мы сидели в аэропорту в Лондоне рядом, и я подошла и сказала, я вам дуже щиро дякую за те, що мої діти люблять українську мову, і вони знають, і вони можуть співати пісні, бо я не мала такої можливості, у меня не было украинского языка. Мои дети гораздо лучше говорят по-украински. И Слава тогда сказал, но у вас же была возможность учить украинскую мову. Я сказала, нет, этого не было. Никто не учил украинский язык в моей школе или в то, что... И вообще вопрос украинского или русского языка никогда не стоял на Украине. Я жила во Львове, я жила в Киеве. Этого вопроса никогда не было. И я очень хочу, чтобы это стало действительно известным на весь мир. Не было этого вопроса. Никто никогда меня не порицав за те, що я не можу розмовляти українською мовою так гарно, як можуть розмовляти люди з Полтавщини чи зі Львовщини. Никто, у меня не было ни одного прецедента за мои 43 года проживания в этой стране. Ни у меня, ни у моих детей. И мне очень жалко, что сейчас этот аргумент так массово используется для того, чтобы сеять вражду и ненависть. Спасибо вам за это. Спасибо вам. Я еще хотел, да, тоже... Мне кажется, да, это не такой придуманный аргумент. Абсолютно, да. Думаю, что сейчас его никто не воспринимает всерьез. Я хотел тоже, возвращаясь к предыдущему, сказать тоже и от нашего лица. Вы правильно говорили о том, что когда одни оказывают помощь, другие ее принимают, то это нужно тем, кто оказывает тоже. И от нашего лица, от лица людей, которые финансово помогают тому, чтобы все эти стипендии существовали. Да, я хочу сказать вам спасибо, потому что действительно для нас это тоже, большая радость, что мы можем что-то для вас сделать, что-то сделать для других украинцев. И в этой нашей школе, и в другой мы будем очень рады, если к нам будут дальше приезжать дети, и мы сможем им помочь. Спасибо. Спасибо, что есть такая возможность.